Исходные данные. Во время возведения дома было подключено и заведено электричество. В дом входил 4-жильный провод, 3 фазы и 0. В процессе строительства я по мере необходимости подключал некоторые потребители, и получилось вот это. Пауки, не завидуйте. Каждый раз, заходя в комнату, я с ужасом смотрел на это все и боялся что-то тут пошевелить. Сегодня приведу этот весь хаос в порядок и получу вот такой вот результат. Красивая коробка, не правда ли? Когда я только начинал изучать этот вопрос, волосы становились дыбом от количества нюансов. Кстати, еще торчат. Но разобравшись в теме, оказалось, что собрать электрощит совсем не сложно, даже для новичка. Первое и, кстати, единственное сложное в этом процессе – нарисовать схему. В квартиру обычно входит 3-жильный кабель. Это заземление, желтый, 0 голубой и какой-то теплый цвет, к примеру красный или коричневый – это фаза. Цветовая схема может немного меняться. В интернете есть все расшифровки по цветам, если что. Это однофазное подключение, и тут все достаточно просто. Нет необходимости распределять нагрузку. Все подключаем к этим проводам, соблюдая правила, и готово. У меня же трехфазное подключение. В дом заходит 4 провода, это 3 фазы цветные и 0 голубой. Заземление необходимо организовать на своем участке своими силами. То есть по факту при однофазном подключении у нас 3 провода, а при трехфазном 5 проводов. Особенность трехфазного подключения в том, что необходимо раскидывать нагрузку равномерно на каждую из фаз. Если совсем грубо, распределение сделал у себя следующее. На первой фазе все неотключаемые приборы, на второй фазе весь первый этаж, на третьей весь второй этаж. На всех 3 фазах будут установлены реле напряжения Zubr, предназначенные они для защиты электроприборов от перепадов напряжения. На второй и третьей фазе еще установлю УЗО. Необходимо оно уже для защиты не приборов, а людей, а именно от поражения электрическим током. Далее автоматы. Каждый из них будет защищать свою линию от перегрузок, и с помощью которых я смогу отключить эту линию при необходимости. Реле напряжения отключает линию, если напряжение выходит за определенные границы, и включает обратно при стабилизации ситуации. УЗО же просто отрубает линию и включается вручную поднятием рубильника. По этой причине на первой фазе я не ставлю УЗО, во избежание ложного срабатывания в наше отсутствие. Уже успели испытать на практике. Уехали на неделю, УЗО отрубила линию по непонятным причинам, и у нас потек холодильник. После приезда из отпуска пришлось все перемывать, не только в холодильнике, но и вокруг. На первой неотключаемой линии у нас интернет, разнообразные датчики пожарной защиты и тому подобное, сигнализация, видеонаблюдение, холодильник, морозилка и свет во дворе. То, что должно работать всегда. На второй и третьей фазе все остальное, то, что не критично к отключению. По номиналу оборудования в щитке и сечению кабелю. Тут все просто. Вот базовая таблица. Кабель от лампочек к автомату в щите идет сечением 1,5 мм квадратных. Ставлю автомат соответственно на 10 А. От розеток идет сечением 2,5 мм. Ставлю автомат на 16 А. Вводной автомат на 32 А. Разводку внутри щита делаю исключительно кабелем 6 мм. Это то, что касается автоматов. Номинал же УЗО и реле напряжения беру на 1-2 выше номинала вводного автомата. Тут взял на 40 А, а Zubr на 63. Исходя из схемы был куплен щиток нужного размера, необходимое количество автоматов, УЗО и Zubr. Но собрать щит в первый день у меня не получилось. Малыш, увидев такое изобилие деталей, решил, что соберет все сам и так, как он считает нужным. До конца дня ребенка не было ни слышно, ни видно. Кажи, 32, 33, включай моторы, и все же и пиу-пиу, давай ножой, пиу-пиу. Приступим. Щит бывает внутренний, который монтируется в стену, а бывает внешний, накладной, как у меня. Также корпус может быть выполнен в металле или сделан из пластика. Второе намного привлекательнее смотрится, собственно такой и выбрал. Люблю газоблок. Взял саморезами, просто к стене прикрутил и готово. Элементы бывают разные по ширине. Автомат занимает один модуль,
а, к примеру, новый зубр 2 модуля. Бывают и 3, и 4 модульные элементы. В зависимости от количества и размера комплектующих подбираю размер щита с небольшим запасом. Если рубильник поднят вверх, напряжение включено, если вниз – выключено. Вводной кабель подключаю всегда сверху, а снизу уже к потребителю, например, к лампочке. Автомат имеет сверху крючок, а снизу защелку. Этими двумя зубьями крепится к нашей DIN-рейке. Подвешиваю автомат и прижимом защелкиваю. Снимается вот так. Удобно это делать с помощью отвертки. На некоторых элементах защелкивать необходимо вручную. Устанавливаю вводные автоматы номиналом 32 ампера. Реле напряжения зубр. Ранее они занимали 3 модуля, но новые уже идут в форм-факторе на 2 модуля. Это удобно, если щиток должен быть небольшой. Здесь у нас 2 входа, линия и 0, и 2 выхода, аналогично линия L и 0N. На УЗО подключение схоже. Линия и 0 зашли сверху, вышли внизу. Через защитные автоматы проходит только фазный провод, а 0 напрямую на нулевую шину. Щиты бывают разной комплектации. Мой шел с нулевой шиной и шиной заземления. Купил вот такой вот кабель 4 на 6, 2 метра. Для разводки в щите. Зачищаю на 1 см и создаю необходимую форму. У нас заходит 4-жильный кабель, это 3 фазы и 0. Собственно, я его вот здесь заведу и подведу к этому месту. Здесь будет подключены 1, 2, 3 фазы, и сюда будет подключен 0. Отсюда 0 уже у нас расходится по фазам. На первой планке у меня первая фаза, здесь вторая фаза и здесь третья. Все логично и достаточно просто. Единственное, вот у меня трехфазный электрокотел, я его вот здесь на первой планке отнес в самый угол. Так, собственно, отсюда 0 идет у нас на первый зубр, на второй и на третий. Заходит, конечно же, сверху. Все провода должны заходить сверху, выходить снизу, ну, для дальнейшей разводки. Исключением бывают автоматы, у которых нет ввода сверху. Необходимо смотреть уже по инструкции. Здесь у нас L линия, N это нейтраль, 0. С первой фазы у нас выходит провод и заходит сверху в L линию. Здесь выходит и идет на автоматы и идет на первую фазу котла. Аналогично здесь, только здесь еще есть УЗО. Линия зашла, L, здесь вышла, зашла в линию сюда, здесь вышла и зашла вот здесь на автоматы. Пока только один автомат, я их вот отсюда все поснимаю и поставлю вот сюда. Но необходимо будет полностью отрубить электричество на неопределенное время. Пока этого делать не будем. Здесь будут автоматы, сверху я поставлю гребеночку, разведу здесь напряжение по автоматам. Обычной гребенкой. Это намного удобнее, чем работать с вот такими вот проводами. Я попробовал вот это развести, как видите, оно не прям очень красиво получилось. У меня просто обжимочного инструмента нет, поэтому я решил применять вот такой вот провод одножильный. Им сложнее работать, чем с многожильным, но зато не нужно никаких доп. Инструментов. Если необходимо собрать один щиток, в принципе можно помучиться и собрать вот таким вот способом, одножильным проводом. Если же щитки собираются на постоянной основе, конечно же необходимо покупать всякие обжимки и эластичным, удобным проводом все разводить. Намного удобнее и можно все потом хомутами собрать и будет все красивенько. Провода все будут разложены очень-очень красиво. Ну, плюс в работе намного быстрее, намного проще и намного удобнее, если провод многожильный. Но его необходимо перед тем, как вот сюда заводить в автоматы и все остальное, обжимать. Обязательно, конечно, необходимо обжимать. Поэтому я решил помучиться. Собственно, на первой фазе у нас стоит зубр на реле напряжения. И через зубр идет вывод на автоматы. На втором идет через зубр, через УЗО и вывод на автоматы. На третьем у нас через зубр, через УЗО и вывод на автоматы.
Для УЗО необходимо ставить свой 0, поскольку УЗО без своего нуля работать не будет. Вот будем брать любой провод, его будем подсоединять. Здесь заземление желтенький. Здесь будет идти, к примеру, если мы подключаем к этой фазе, здесь будет свой 0, сюда голубенький, а сюда будет подключаться красный, коричневый или аналогичный цвет какой-то схожий. Сюда на автомат, сюда на 0 и сюда заземление. Заводить, кстати, можно максимум 2 провода в одно гнездо. То, что уже разведено, уже финально, я его хорошо затягиваю. Тут затягивать не буду, поскольку еще должен установить гребенку, а за ней надо в магазин съездить. Вы знаете, сборка щитка у меня чем-то напоминает старый такой советский лего-конструктор. Знаете, такие металлические штучки с болтиками и гаечками. Вот что-то похожее. Самое главное, если соберу правильно, оно еще и работать будет. Двойное удовольствие. Предварительно все провода подписал, иначе при подключении к щиту не разобрался бы. Теперь для этого УЗО установлю нулевую шину. Для каждого УЗО использую свою шину, в ином случае УЗО не будет правильно работать. Шины бывают абсолютно разные и по-разному крепиться. Моя нулевая шина крепится к динрейке защелкой. Несколько штук пришлось докупить отдельно. Зачищаю провода до уровня ввода в щит. За время строительства дома я применял кабели разных производителей и разного ценового диапазона. На практике явная разница видна именно в изоляции. Кабель подешевле более дубовый и очень плохо зачищается. Монтаж розеток таким кабелем значительно повышает расход нервных клеток, так что на это стоит обратить внимание. А теперь подключаю все потребители по схеме. Освещение 2 жилы с сечением 1,5 мм. Заземляющего кабеля тут нет. Во время зачистки провода я его обрезал. Немножко запас оставил, думаю, хватит. Оказалось, что нет. Если его сюда уложить, повернуть, то к автомату уже провода не хватает. Так что лучше хвосты оставлять максимально длинные, обрезать всегда успеем. Благо в этом месте я по прямой провел и к автомату добрался. Но можно было обрезать еще короче, пришлось бы что-то придумывать. А это уже нехорошо. От розеток уже идет 3 жилы. Коричневый — это фаза. Введем к автомату, подключаем снизу. Белый в данном случае это заземление. Ведем на шину заземления. Голубой на шину 0. Теперь необходимо каждому автомату подвести фазу. Можно сделать вот таким вот народным способом. Вот такие вот жабки. И соединить. 1, 2, 3, 4, 5. Установить вот таких вот жабок. А можно за 2 бакса купить вот такую планку метровую. И, собственно, я уже кусочек отрезал. Вот так вот. Раз и готово. И не нужно тратить время, гнуть провод, мучаться. Тем более, что провод у меня 6 мм. Очень сложно гнется. А такие соединения хорошие, и время тратить не нужно. Тут с УЗО подходит фаза. И с помощью этой планки я подпитываю фазой все автоматы. Совсем забыл. Еще необходимо сюда подвести 0. Выведу снизу с УЗО и подключу сюда.
Второй этаж я подвел, все готово. Теперь необходимо подвести первый. Для этого я отключаю полностью напряжение. Сейчас отсоединю наш вводной кабель и сделаю портативную розетку временную, чтобы у нас был свет для продолжения работы. Это 0, он всегда голубой и, собственно, 3 фазы разноцветные. 2 фазы я сейчас закрою, а здесь 0 и фаза подключу импровизированную розетку. Есть свет. Теперь мои автоматы будут жить в щитке. Кстати, тут как раз соединение, то, о котором я говорил, с помощью вот таких элементов. Вот видите? Раз, два, три, 4. Можно соединять так, но, конечно же, с помощью вот такой планочки все намного удобней, быстрее, красивее и надежнее. Это динрейка, на которую крепятся автоматы. У меня вот здесь импровизированная динрейка с помощью обычных маяков для штукатурки. Осталось всего ничего. Подсоединить это, вот это и вот это все. Но у меня все подписано. Так что, в принципе, я должен разобраться. Скорее всего. Нулевая шина для второго УЗО установлена. Подключаю потребители. Теперь планка. Примеряю. Отрезаю нужное количество. Хвосты обрезаю, чтобы они не торчали с защитного пластикового кожуха. Закручиваю шуриком, а дожимаю вручную, чтобы убедиться в надежности соединения. Все соединения повторно прохожусь и проверяю, может где пропустил. Осталось подключить вводной кабель. На счетчике отключаю напряжение и подключаю вводной кабель в щите дома. Синий нулевой на нулевую шину, а 3 остальные фазные к соответствующим вводным автоматам. Теперь самый волнительный момент. Будет фейерверк или подключено все правильно? Ничего не происходит. О, есть контакт. Зубры работают. Это уже хорошо. Продолжаем запуск. Наверное, все же придется прочитать инструкцию к реле напряжения. Заработала. Зелененькая лампочка. О, и здесь. Напряжение просто за границами работы прибора. Все 3 фазы работают. Теперь пробуем запускать. Та-дам! Есть свет. Все включено, все работает. Дома жил. Поскольку все подключено правильно, фиксирую стяжками. Вот такой щит получился внутри. А вот то, что осталось после монтажа. Еще крышки не хватает. Чем, кстати, еще хорош пластиковый корпус, ножом можно сделать любые отверстия. Тут отлично. Теперь сверху необходимо еще подрезать. Благо, что я перед покупкой щита уточнил, что в комплекте нет заглушек, и я их докупил. Сейчас делаю, чтобы совсем было красиво. Воу, теперь что догадаться.
И последний штрих. И все, что осталось сделать, это настроить наш зубр. Я выставляю нижнюю и верхнюю границу. Если напряжение в сети превышает или становится ниже допустимых значений, прибор отключает эту линию от сети. И включает эту линию только после того, как напряжение в сети стабилизировалось. Нажимаю плюс, выставляю верхнюю границу. Там вот 265, к примеру. Теперь нажимаю просто минус. Вот, нижняя граница у меня 198. Плюс-минус я выставляю нижнюю границу. Один раз нажимаю меню и выставляю сколько секунд, через сколько секунд, чтобы реле включило обратно нашу линию. То есть с того момента, как напряжение стабилизировалось, ведется отсчет необходимое количество секунд, и линия эта обратно включается. По дефолту тут стоит 3 секунды, но это мало. Я ставлю хотя бы минуту. Потому что если в сети будут регулярные скачки напряжения, то автомат у нас будет отключать в эту линию каждые 3 секунды. А это нехорошо практически для любого оборудования. Все настроено, все включил, все работает. Если что-то сделал не так, пишите в комментариях, чтобы зрители не совершили моих ошибок. Спасибо за внимание, до скорых встреч. Я прощаюсь с подписчиками.